Уважаемые главы делегации, дамы и господа, дорогие друзья! Приветствую вас на торжественном приеме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность. И, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром. Наши народы объединяют искреннее отношение к общей истории. Память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества. Ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне. За то, чтобы будущие поколения твердо знали, что любовь к Родине и солидарность народов в борьбе за мир, равенство – это мощная, всепобеждающая сила. Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность. Убежден, формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков. Они завещали всем нам беречь и защищать мир. Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы! Thank you.